Сегодня многие задумываются об эмиграции, куда переехать. И я сейчас нахожусь в Буэнос-Айресе, хочу немножко побольше рассказать об этом прекрасном городе. Сейчас мы отправляемся в музей иммиграции. Очень интересно посмотреть, как сюда переезжали люди, как мигрировали из разных стран, что их здесь ждало в этой неизвестности, в этой далекой земле. В этом здании находится действующая миграционная служба, поэтому пока не можем найти музей. Так, нашли вход. Поднимаемся на лифте в музей. И сказали, отсюда можно увидеть весь порт Буэнос-Айреса. Такой кафель, такая атмосфера сразу. Чьи-то личные вещи. Вот на таких кораблях сюда прибывали новые люди, новые граждане. Вот такой интересный чемодан. И даже бирка сохранилась. Эти кровати остались здесь вот с тех времен, когда сюда приезжали иммигранты. Их расселяли в такие миграционные центры. Личные вещи тоже приезжих. И есть фотографии, как здесь все было. Кровати, умывальники. И вот готовили еду на всех. Почти 2 миллиона итальянцев, переехавших. Паспорта итальянские, испанские. Есть также музыкальные инструменты. И вот сохранились к ним инструкции. Самоучитель. Здесь уже современные кадры современных иммигрантов. Также в этом музее есть возможность взять справку о прибытии ваших родственников, если они когда-либо прибывали в порт Буэнос-Айреса. Это касается там каких-то далеких годов. Вот, так что очень интересно. В Буэнос-Айресе мы прожили уже месяц, и для тех, кто хочет сюда переехать, рассматривает эту страну, хочу рассказать немножко о своих впечатлениях. Первое, что хочется отметить, это то, что Буэнос-Айрес очень красивый город, здесь просто шикарная архитектура, можно много где гулять, красивые музеи, концерты, там богатая культурная жизнь, то есть скучно здесь точно не будет. Сейчас мы прошли вот в центр, и там тоже была снова демонстрация. Вообще говорят, что демонстрации здесь частое явление. И за то время, пока мы здесь живем, мы тоже несколько раз уже попадали, что перекрывали дороги. И что-то люди требовали. Доброе утро. У нас сегодня переезд. Сейчас мы постараемся отвезти наши вещи, чтобы не ходить с ними, не таскаться по городу, так как выезд из апартаментов 12, а заезд в следующую квартиру получается в 3 часа дня. И вот нужно куда-то определить вещи, чтобы не мотаться с ними. Оставили свой багаж вот здесь. Сказали, заплатим, когда вернемся. Посмотрим,
Мы отправляемся гулять по району Палермо. Это тоже туристический район. Есть такая низкая застройка, много ресторанчиков, магазинов одежды, местных дизайнеров. Часто в кафешках выставляют такие меню на улицу, чтобы было видно, какие у них акции, промо. И вот здесь предлагают кофе и что-то еще за 600 песо. Чего только не встретишь здесь, на улицах Буэнос-Айреса. Я слышала, что они привозили эти машины из Кубы, но не знаю, насколько правдива эта версия. Зашли перекусить. У меня такой тост. Кофе. Любите кофе с корицей? Я вот терпеть не могу. Должно быть что-то одно, или корица, или кофе. Слишком сильные ароматы. Садись. Риэлторские фирмы вывешивают прямо у себя вот на офисах объявления с расценками. Можно посмотреть, сколько стоит жилье. Пока что-то все дорого. Самое бюджетное, то, что мы увидели, это 63 тысячи долларов за, не вижу сколько, 63 квадратных метра. Район Палермо. Вторая причина, почему, на мой субъективный взгляд, стоит рассмотреть Аргентину для иммиграции, это ее население. Здесь живут преимущественно потомки европейских переселенцев. Это итальянцы, испанцы, французы, немцы. То есть сильного контраста не будет. Сейчас мы забрали багаж из этого сервиса, где можно было его оставить. Заплатили за 3 часа 1300 песо. Вообще, мне кажется, очень классная идея. Здесь туристические районы. Я думаю, многие сталкиваются с тем, что негде оставить вещи. И, короче, очень классный бизнес. Немного проблемно оказалось поймать такси. Что-то все таксисты заняты. И вообще их тут достаточно мало. Заселились в новые апартаменты. Такая старая, тоже большая квартира. Ну, хотя бы видно небо. Что еще нужно знать об Аргентине? Это то, что после Второй мировой войны сюда бежали военные преступники, нацисты. Здесь им поменяли имена, сделали новые документы. Этот факт говорит о том, что в Аргентине принимают всех. То есть здесь какого-то плохого обращения к определенным, к любым слоям общества ожидать не приходится. Мы пришли в Carrefour, и сейчас покажу немножко цены на продукты. Кстати, потолок так течет. Carrefour здесь вообще немножко плохо выглядящий магазин, но за неимением лучшего мы пришли сюда. Маслины. Сегодня курс 200 песо, 1 доллар. Замороженные овощи. Вино здесь абсолютно разное. Разные цены. Есть дешевое, есть дорогое. Белое. Овсянка 660 грамм. Это чечевица. Это я даже не знаю, что. Попкорн. Вот в основном тут рис, конечно, из круп. Это разный сыр.
Такой у нас теперь балкончик есть. Этому дому сказали около 90 лет. А цены на продукты, на самом деле, я не вижу большого смысла сравнивать. В принципе, все стоит плюс-минус также одинаково везде. Везде цены растут по разным причинам. Поэтому не стоит ориентироваться на это. Сегодня может быть такая цена, а завтра совсем другая. Мне сначала казалось со стороны, что автобусы в Буэнос-Айресе ездят как-то плохо, лихачат. Ну вот мы сейчас проехали на автобусе этом 60-м, и совсем не показалось, очень неаккуратно возят, как будто не людей, а картошку. Вот. Есть более приличные сеть магазинов здесь в Аргентине. Называется Джумбо или Джамбо. Здесь вот все аккуратненько. Более привычный для нас такой формат. И вот мы снова в винном отделе. Цены абсолютно разные. Подозрительно дешевый вермут. Это вот $2,5. И много всего для вегетарианцев, для веганов тоже есть. То есть Аргентина — это не только про мясо. Мы закупились примерно на неделю, где-то на $43 получилось, 9000 песо. Третий плюс, почему стоит рассмотреть переезд в Аргентину, это то, что здесь относительно легко получить гражданство. Нужно прожить 2 года официально в этой стране, и тогда можно подавать уже документы на гражданство. У Аргентины достаточно сильный паспорт, можно посещать без визы 100 стран, в том числе страны Евросоюза, и также еще 47 стран, в которые можно получать электронные визы или ставится виза по прибытию. И еще с аргентинским паспортом можно получить визу в США на 10 лет. Еще в Аргентине нет депортации, то есть даже если что-то пошло не так с документами, никто вас отсюда не выгонит. Этим пользуются жители более бедных стран Южной Америки. Сюда приезжают боливийцы, перуанцы и просто пересекают границу и остаются здесь жить и не делают никаких документов. Наш старый дом, старый лифт. Фасады ремонтируют в городе, а вот внутри такое. Причем здесь вот несколько домов, и внутри нет двора, а просто следующий дом, следующий дом. Но подъезд сам хорошо отремонтировали, который ближе к выходу. Еще мне нравятся вот это вот звоночки в квартире. Центр города такой суетной, достаточно шумный. Магазины разные, театры. Такой паркинг царский. Идем не в ту сторону, вот, но здесь есть такие звезды. Зашли в местный фастфуд перекусить, вот называется Мостаза. Очень симпатичный зал. Мне
кажется, в этом фастфуде предлагают самый дешевый завтрак, что я видела здесь. Это напиток горячий и 2 медиалуны, это типа местные круассаны, за 200 песо. То есть, получается, за $1 можно позавтракать. У меня вот этот пончик и горячий шоколад стоит 240 песо. В целом, очень даже неплохо. Напиток был прям вкусный, а вот пончик был немножко посредственный, но все равно очень приятно. У нас закончился интернет на телефоне, и вот мы сейчас пытаемся пополнить или купить новую сим-карту. И купить предоплаченную сим-карту можно вот в таких ларечках. Сейчас узнаем, но сейчас у нескольких спросили, и не было сим-карт. Красивые цветы. 230, ¿no? Okay. Таким интересным способом нам сейчас пополнили баланс. Вот вынес мужчина такой телефон, похожий на стационарный, и там у него какие-то сообщения приходили на его маленький экранчик. Но за раз можно было пополнить только 1000 песо, а нам на тариф нужно 1500 или 1400. И нужно подождать 5 минут и снова к нему вернуться и положить еще деньги. А сразу положить нельзя. Баланс пополнили. Идем дальше. Залипли на значки. Это музей армии. Тут оружие разное выставлено. И вот тротуарное ограждение. Найди 10 отличий. Опять разглядываем значки. И так странно, что почему-то у них нет сувениров, связанных с капибарами, хотя они здесь живут, в Карпинче. Сколько обошли сувенирных магазинчиков, почему-то не было ни одной капибары увидено нами. Но, к сожалению, вот в магазинах, где продают кожу, здесь это очень развито, много изделий из кожи капибары. Хотя это животные даже не едят, это просто грызун, дикий зверек. К сожалению, здесь такая ситуация. Очень жаль, очень жаль. Проходим мимо кладбища Риколета. Вход сюда платный. Для международных туристов 1400, для местных 700. Много необычно, что сделали платный вход на кладбище. Но мы в подобном кладбище уже были, в Куритибе, когда путешествовали. Поэтому, пожалуй, мы не будем туда заходить. Здесь рядом с кладбищем ярмарка художников. Да, ярмарка не маленькая. Ой, даже локи. Пришло время рассказать о минусах в Аргентине. На мой взгляд, у нее есть один существенный минус, который стоит рассмотреть обязательно перед переездом сюда. Это ее экономика. В 2001 году Аргентина объявила о дефолте. Это был крупнейший в мире дефолт. Они не смогли заплатить $80 миллиардов внешнего долга. И с тех пор, вот прошло уже больше 20 лет, но все еще экономика нестабильна. Действуют два курса валют. При этом инфляция аргентинского песо доходит до 55% в год. Но граждане и резиденты Аргентины могут покупать только до $200 в месяц, то есть действует ограничение на покупку валюты по белому государственному курсу, который в 2 раза выгоднее черного. И при этом, покупая валюту, нужно еще заплатить 30% комиссии банку. А нерезиденты Аргентины могут покупать до $100 в месяц, также с 30% комиссией. Зашли в культурный центр. Вошли внутрь. Какое-то современное искусство.
бродим по современному искусству. Классно здесь просто название шрифтов. Залипательно. А какие-то остальные проблемы в Аргентине я бы не назвала минусами. Это скорее местные особенности, которыми кому-то нравится, кому-то не нравится. Сейчас проходим мимо еще одной риэлторской конторы. И вот здесь уже цены 49 тысяч долларов. Это мы находимся в районе Реколета, и здесь вот такие цены на жилье. Что касается безопасности, то в Буэнос-Айресе есть опасные районы, есть трущобы, они здесь называются Вижья, но мы туда не ходим. Мы гуляем в основном днем в центре, и какой-то повышенной опасности я здесь точно не чувствую, как любой другой обычный город. Если у вас есть какие-то мысли по поводу плюсов и минусов проживания в Аргентине, пожалуйста, поделитесь ими в комментариях. А я с вами прощаюсь до следующего выпуска.